Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых интересных событиях в мире футбола. Ну и если говорить о сегодняшней программе, о сегодняшнем дне, такое событие одно, но оно глобального, я бы сказал, планетарного масштаба. Это финал Лиги Чемпионов, который состоялся на прошедшей неделе и который подарил болельщикам интригующий, с очень завернутой интригой матч. Правда, в зависимости от того, кто за какую команду болел и переживал, для одних он оказался просто сказкой, для других тоже сказкой, но со страшным и таким неприятным концом. Итак, все по порядку. В финале, как вы знаете, встретились на Альянс-арене в Мюнхене местная Бавария и лондонский Челси. Челси, надо вообще отдельно сказать об этой команде и о Лиге Чемпионов. Роман Абрамович, можно сказать, его детская мечта выиграть Лигу Чемпионов. Собственно, сразу как Роман Аркадьевич приобрел лондонский клуб, достаточно неожиданно это было в свое время, об этом много писали в мировой прессе, футбольной, и не только футбольной, в том числе и экономической прессе. Вот это приобретение Абрамовича, сразу после него он заявил о том, что главная его цель — это победа в Лиге Чемпионов, это его мечта. И, видимо, Роман Абрамович, который поддерживал и поддерживает армейский клуб московский ЦСКА, не верил в то, что этот клуб даже при больших вливаниях финансовых сможет выиграть Лигу Чемпионов. Он решил приобрести английский клуб и с ним попробовать завоевать этот вожделенный для него трофей. В свое время, когда Абрамович приобрел Челси, и когда там сформировалась новая команда, которая стала скупать всех подряд футболистов, все, что плохо лежало к тому моменту на футбольном рынке, многие ставили под сомнение вообще компетентность самого Абрамовича в вопросах футбола и компетентность тех людей, которым он доверил. Но прошло время, и лондонский клуб начал выигрывать трофеи. Выиграл он в том числе и английскую премьер-лигу, что, в общем, сделать при наличии таких команд, как Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, довольно сложно. Но Челси это удалось и уже не раз. Но вот Лига Чемпионов не покорялась лондонскому клубу. В одном шаге Челси был от победы в Лиге Чемпионов в 2008 году, когда на Лужниковском поле встречались они с Манчестер Юнайтед. Наверное, помните вы это время, когда Москва оказалась оккупированной просто английскими фанатами, для которых даже изменили законодательство и не требовалось визы для посещения Москвы. Собственно, наличие билета уже являлось, так сказать, достаточным основанием для того, чтобы посетить столицу России. И вот тогда очень близки были футболисты Челси к осуществлению мечты Романа Абрамовича. Напомню, основное время и дополнительное тогда закончилось ничью 1-1. Оба мяча были забиты в первом тайме. Открыли счет игроки Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду это сделал, но затем в конце первого тайма Фрэнк Лэмпард забил ответный мяч. Были возможности как у Челси, так и у Манчестер Юнайтед вырвать победу и в основное, и в дополнительное время, но в итоге били послематчевые пенальти, лотереи, и тогда Челси проиграл. Причем, опять-таки, в шаге находился от победы. Достаточно было лидеру команды Джону Терри забить свой пенальти, и все, Челси завоевал бы трофей этот бесценный. Но подскользнулся Терри, и мяч улетел в сторону от ворот, не попал он в ворота, и в итоге потом в послематчевой серии дальнейшей, продолжившейся, уже Манчестер Юнайтед победил. На Романа Аркадьевича тогда было страшно смотреть. Перед вот этим ударом злополучным Терри его показали, выхватили камеры на стадионе. Он сидел, отвернувшись от поля, надеясь таким образом не спугнуть удачу, но вот все-таки спугнул. После этого, сразу на следующий год, у Челси была возможность выйти в финал, опять встретиться там с Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, но тогда на их пути стал норвежский арбитр. Вы, наверное, помните вторую полуфинальную игру в Лондоне, которая состоялась Челси-Барселона. Но это тогда просто было вопиющее абсолютно, вопиющее судейство. Как минимум 3 пенальти, а то и 4 насчитали и футболисты, и все, кто разбирается в футболе. 4 неназначенных пенальти.
в ворота Барселоны. И вообще по игре Челси превзошел своих соперников, но в какой-то мере сами футболисты были виноваты в том, что не попали в финал, потому что растранжили они массу моментов. Помимо неназначенных пенальти были замечательные возможности забить. У того же Дрогба несколько возможностей было, но открыв счет, тогда 1-0 они повели. В итоге, разбазарив свои моменты, судейство безобразное, и на последней минуте Барселоне удалось забить ответный мяч, и в итоге они оказались в финале, где и разобрались уже с Манчестер Юнайтед, завоевав этот трофей. Вот это было наиболее близкое приближение Челси вот за эти годы опять к финалу Лиги Чемпионов. Тогда это не удалось. И вот сезон нынешний, который очень неудачно начался для Челси. Не сошлись характерами новый тренер, который был призван наконец выиграть Лигу Чемпионов, Виллаш-Боаш, португальский. Андрей Виллаш-Боаш, португальский специалист, который не сошелся характерами с главными людьми в клубе. Я сейчас не Романа Абрамовича имею в виду, как раз с ним вроде отношения были неплохие, а с игроками, с Дидье Дрогба, с Фрэнком Лэмпардом, с Джоном Терри, с Чехом, в общем, с теми, кто определяет стиль и вообще лицо этой команды, ветеранами команды. В итоге Виллаш-Боаш отправился в освояси, и вот тут начали происходить чудеса с Челси. Команда, которая очень плохо выступала и в чемпионате, и практически уже потеряла возможность выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, вдруг преобразилась. В чемпионате так больших свершений не случилось, но зато в Лиге Чемпионов, в главном турнире с точки зрения хотя бы того же Романа Абрамовича, да я думаю многих болельщиков Челси, которые заждались этого трофея, вот тут в начале Челси удалось буквально на волоске пройти и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, затем был полуфинал опять с Барселоной, и на этот раз уж сполна отомстили Барселоне, при том, что каталонская команда на этот раз была на голову сильнее Челси, но вот лондонский клуб своим таким упорством и желанием победить все-таки склонил чашу на свою сторону, тем более, что в повторном матче, который проходил в Барселоне, каталонцам просто отчаянно не везло. Один Лионель Месси мог раза 3 или 4 похоронить все надежды Челси на выход в финал, был там и пенальти нереализованный, но вот, видимо, Фортуна решила воздать все Челси за то, что у них происходило на Лужниках, то, что происходило в матче в 2008 году с Манчестер Юнайтед, и то, что было на следующий сезон с Барселоной, и вот в итоге сначала была пройдена Барселона в полуфинале, а потом в финале при полном абсолютно превосходстве Баварии, я бы сказал, весь матч Бавария давила, абсолютно заслуженно она повела в счете в конце матча. Причем удивительно, 18 угловых к этому моменту было подано у ворот Челси, и вот когда был счет открыт 1-0, повела Бавария, и после этого первый и единственный в основное время угловой подали игроки Челси, и с него забил Дрогба ответный мяч. 1-1 в итоге. В дополнительное время Бавария не реализовала пенальти, назначенные за нарушение Дрогба в штрафной площадке в своей. Арьен Робben не смог переиграть Петра Чеха. Потом пенальти, в которых опять Бавария повела со счетом 3-1. И казалось бы, все надежды опять Абрамовича сейчас разрушатся об эту пресловутую серию пенальти. Но великолепная игра Чеха и неудача Швайнштайгера, который попал в штангу, и забитый Дрогба решающий пенальти, и заветный трофей попал сначала в руки игроков Челси, а затем и в руки Романа Аркадьевича, который так долго надеялся на это. Сказать, что эта победа закономерная и очень уж красивая, и добытая там игрой в красивый, атакующий, такой привлекательный футбол, да нет, конечно, такого не скажешь. Победа есть победа, как говорят в футболе, счет на табло. То, как это достигнуто было, забудется, а, собственно, строчка о том, что Челси завоевал Кубок Лиги Чемпионов, останется в архивах футбольных. Но вот сейчас по горячим следам все-таки скажем, что, пожалуй, и Бавария, и Барселона
в очных матчах с Челси доказали, что они более заслуживали этого трофея в этом сезоне. Но футбол есть футбол. Кто победил, кто в итоге по итогам вот этих матчей одного, финального, полуфинальных оказался наверху, тот и оказался сильнее. Будем считать, что Челси на нынешний момент это лучшая команда лучший клуб европейского континента. Ну, соглашаться с этим или нет, это ваше право, но по факту это действительно так. Напомню, что с вами был Гия Саралидзе, это Вестник Кавказа, и каждую неделю мы говорим о самых главных, самых значимых событиях в мире футбола. Пока.